5 марта 2023 года в Эстонии пройдут выборы в парламент. Если вы не определились, за кого голосовать, этот ролик для вас. И в первую очередь давайте поговорим об особенностях этих выборов. Удивительной особенностью этих выборов является то, что ни одна партия не говорит всерьез о проблемах эстонского общества. Самая большая инфляция в Европе и снижение уровня жизни населения. Игнорирование внутренних интересов Эстонии и политическая коррупция. Эпоха молчания и культура отмены, введение цензуры. Теперь несколько слов о ситуации накануне выборов. В последние годы мы наблюдали в Эстонии борьбу немногочисленного гражданского общества с произволом властей. Принуждение к вакцинации, надуманные ограничения в бизнесе и в общественной жизни, преследование и выдавливание неугодных. Если вы думаете, что эти действия направлены на уничтожение Эстонии, то вы не одиноки. На выборах это привело к следующей расстановке сил. Две большие группы разыграют партию. С одной стороны, это представители реформистской партии, которая очень сильно держит в своих руках Эстонию. С другой стороны, это объединенные силы, в которые входят представители партии ЭКРЕ и гражданские активисты. Все, что сказано выше, по большому счету, касается только эстоноязычных жителей Эстонии. Что касается русскоязычных, то если раньше и была видимость, что какая-то партия выражает интересы этих избирателей, то теперь нет даже этого. За кого же голосовать русскоязычному избирателю? Система выборов за 30 лет все больше и больше стала напоминать цирк, в котором не очень-то хочется участвовать. Можно голосовать за ЭКРЕ, ведь они хотят спасти Эстонию от реформистов. Чтобы затем объединиться с кем-то в коалиции и обмануть вас еще раз. Если вы разбираетесь в оттенках серого, то можно поиграть в игры мазохистов с центристами, которые подписали соглашение о введении QR-кодов, установили загоны для людей на центральной площади и лишили ваших детей доступа к образованию. Можно пойти голосовать за малые партии, которые не наберут положенных 5% голосов. И в этом случае, по закону, нераспределенные мандаты будут распределены между теми же реформистами и ЭКРЕ. Можно проголосовать за независимого кандидата. Но система и здесь все считает в свою пользу. По закону вы не можете голосовать за независимого кандидата, если не совпадает ваш с ним избирательный округ. А даже если в этом округе все проголосуют за этого кандидата, то голоса сверх квоты пойдут опять же в виде нераспределенных мандатов тем же реформистам и ЭКРЕ. Безысходная ситуация, не правда ли? Многие люди в Эстонии по этой причине не ходят на выборы, не хотят участвовать в этом цирке. Мы предлагаем решение. Мы создали для вас специальную программу. Это бот в Телеграме. Этот бот позволяет пользователю загрузить свой бюллетень в облачное хранилище. Звучит непонятно. На самом деле все довольно просто. Бот, который создан на основе нейронных сетей, распознает номер кандидата на вашем бюллетене и сохраняет его в базе данных. Вы можете голосовать за любого кандидата, даже если тот находится в Нарве, а вы в Таллине. Тогда по закону ваш бюллетень будет недействительным, однако вы не отдадите свой голос никому другому, а ваш кандидат будет знать, что у него есть реальная поддержка. Бот также помогает сохранить мнение людей, которые идут на выборы, чтобы испортить бюллетень. Это огромная сила. Например, на последних выборах таких людей было 3904. Тогда как для регистрации партии необходимо всего 500 голосов. В случае, если бот станет популярным, данные можно будет использовать для защиты от возможных фальсификаций на выборах. После загрузки бюллетеня результат голосования станет вам доступен через несколько секунд. И в конце о самом главном отличии этих выборов. Избиратели, проголосовавшие по электронным каналам, при желании смогут прийти на избирательные участки в воскресенье, чтобы проголосовать бумажным бюллетенем. В этом случае их электронный голос будет отменен. Не дайте украсть свой голос. Голосуйте с помощью бумажного бюллетеня. Приходите. Давайте что-то делать.